Недавно увидел машину, которая дышит огнем, и вспомнил, что давно не заезжал к друзьям, которые занимаются выхлопными системами. Привет, Алексей. Привет, Алексей. Алексей владелец компании МГ Премиум, и он сегодня нам все расскажет про выхлопные системы. Хорошо, погнали. Хочется сначала задать вопрос, который меня мучает и который к тебе привел. Как делается вот этот огненный выхлоп и безопасен ли он? Да, но здесь на самом деле ничего сложного. На примере твоей машины давай покажем. Вот. В двигателе настраивается позднее зажигание и пропуски зажигания. В выхлопную систему встраивается свеча зажигания специальная, которая активируется из салона. Ну, вот, из того, что у нас позднее зажигание и пропуски зажигания, топливо в двигателе не сгорает, оно выходит через выхлопную систему, и свеча в выхлопной системе, она активируется и дожигает топливо, и оно начинает гореть, и мы, соответственно, видим такой эффект в виде огня. А вот у меня дизель, что мне делать в таком случае? Так, эта задача посложнее. В таком случае нужно делать дополнительный бак с топливом, с бензином, вот, и дополнительные форсунки, которые будут впрыскивать это топливо в выхлопную систему. И тогда тоже пламя у меня будет? Да, также будет гореть. Понятно. Безопасно ли это? Смотри, из того, что есть пропуски зажигания, в выхлопной системе создается большое противодавление, и на холостом ходу, когда машина стоит, это еще более-менее нормально, безопасно. Вот. Ну, помимо того, что может обгореть бампер, или ты можешь оплавить бампер сзади едущей машины в пробке, вот, то при нагрузке противодавление настолько сильно влияет на мотор, что это можно представить, что вот там из такой трубы 63, да, как будто соломинка, через которую должны выйти выхлопные газы. Вот. И это для двигателя может закончиться очень печально, на самом деле. В общем, ты не рекомендуешь? При определенных ситуациях можно делать, но с аккуратностью. А основная специализация вашего сервиса на чем? Мы специализируемся на кастомном выхлопе. Для обывателя это индивидуальное изготовление выхлопной системы под любую машину. И как раз вот у нас сейчас стоит Ford Mustang, это 1968 год выпуска, это настоящий массовый кар американский. Вот, можно пройтись и посмотреть на него. Давай с удовольствием посмотрим. Начнем с конца, по сути, потому что эта машина старая, здесь у нас насадок нету. Клиент попросил швы не шлифовать, то есть, видишь, у нас такой оттенок разноцветный, это просто для красоты. Установили два резонатора, соответственно, и вывели трубы. Если смотреть дальше, то у нас вот видим вот здесь вот этот элемент, это V-band. Можно быстро открутить и снять, если что-то повредилось, починить или доступ к каким-то узлам. Ну, дальше у нас идет резонаторы, здесь система с двумя резонаторами. Проходим дальше, и здесь у нас необычное решение, это двойной X-Pipe. Вот, он перемешивает потоки из двигателя и дает такой интересный звук бурлящий. Ну и визуально прикольно выглядит. Да, но также здесь еще V-бенды. На русский язык, я так понимаю, это просто хомуты какие-то хитрые. Да, разборное соединение, да, надежное. Вот, просто, грубо говоря, человек приехал в сервис, ему нужно что-то сделать с карданом, например, не знаю, что-то поменять, а тут ничего не разборное, нужно резать. Это плохо. Мы, соответственно, заботимся о том, чтобы было все хорошо. И дальше просто идет на приемные трубы. Здесь атмосферный 7-литровый американский двигатель настоящий, так скажем. Ну вот и все, в приемные трубы ходят. Ну это видно прям по диаметру трубы. А она здесь с завода была такого или вы больше? Нет, здесь, когда к нам приехала машина, там скорее, ну, не заводская выхлопная система была 45-й диаметр, это очень узкий. Здесь мы сделали на 76-й все. Это тоже влияет практически в 2 раза вы сделали больше. Ну, почти, да. Блин, не слабо. А скажи, пожалуйста, ну, это машина 76-го года, да? 68-го. 68-го. Ой, она там на 10 лет меня старше. Ну, ко мне уже запчасти уже не выпускают. А к этой-то вы где берете? Ну смотри, если мы касаемся бизнес плюс и премиального сегмента, то это только свое производство. Вот, и у нас оно организовано здесь, можем посмотреть. Именно сами банки вы делаете? Или... Мы делаем, получается, и резонаторы, и банки глушителей, и даунпайпы. И также мы выполняем там при сложных проектах 3D-сканирование, моделирование. У нас есть в штате инженер, он все моделирует, мы отправляем на изготовление и делаем уже, соответственно, полный кастом. За спиной у нас производство, здесь 3 поста, 3 сборщика. Здесь мы производим резонаторы, банки глушителей кастомные, да, как из нержавейки 34, так и из титана. Здесь без очков лучше не смотреть. Сварщик варит аргоном. Это важно, чтобы был четкий шов, не подвержен был коррозии. Тут у нас расположена вот готовая уже продукция. Но я так понимаю, что это все уже упаковано и готово к отгрузке. Ну, у нас, поскольку несколько точек есть, да, и мы будем сейчас распределять по точкам, мы, соответственно, некоторая часть пойдет здесь на склад для установки на автомобиль. А в чем оно замотано, это для чего? Да. Оно упаковано специально, потому что банки полированные часто, и они царапаются. Мы когда клиенту ставим, она прям в упаковке ставится, все проваривается, все делается. И когда клиент приходит, только перед его приходом, мы снимаем упаковку, чтобы он максимально любовался, кайфовал своей выхлопной системой. Красота получается такая, да? Да, да. Это очень важная часть. Моя прелесть такая, да? Слушай, я тут у вас увидел прям вот большое количество труб в одном месте. Я так понимаю, что здесь перемешку и титан, и нержавейка. Почему титан дороже? Я потому что вот так вот визуально не вижу разницы, да? И тот блестит, да? Но один, может быть, там чуть отличается от другого, но
Почему разница такая? Ну, в основном титан используется для автоспорта, потому что он легче. Вот, ну, для примера мы возьмем, да, у нас 76-я труба, это вот нержа по щупу, Ого. да? Да, так чувствуется прям. Ну, и Это вот- нержавейка, да? Да, 34-я. Ага. И вот титан. О, да, у меня такое ощущение, как будто просто вот полиэтилен в руке держу. Но здесь, конечно, и стенка потоньше, но я так понимаю, по прочности они идентичны. Ну, титан будет прочнее, вот, Ага. и, соответственно, легче. Здесь идет 1,5 мм, здесь 1,2 мм. Титан собирается обычно 1,2 мм. Ну вот эту я прям легко кручу в руке, а вот эту... В Так этом, не собственно получится. говоря, разница, да. Да, И, это соответственно, прям вообще если мы пушинка. берем титан, то он чуть более верховой звук дает, специфичный, как, больше как у байков, например, да. Ну вот, но в основном, конечно, это для спорта, для облегчения, потому что это лишние килограммы, это всегда секунды с круга снимают. И разница в цене примерно в 4 раза. Да, то есть титан где-то в 4 раза материала дороже. Мгм. А, соответственно, наверное, более ходовой это нержавейка. Да, конечно. А для чего вам вот этот аппарат, да, и что с его помощью вы делаете? Смотри, это ленточная пила с поворотной головой, чтобы Мгм. можно распил делать с точностью очень высокой. В этом и заключается премиальность работы, что на аргоне, когда мы варим, особенно титан, нужна подгонка очень-очень точная, и благодаря такой пиле можно очень хорошо подгонять трубы. А почему механизм такой вообще большой? Вообще это промышленный инструмент, там подключается вода для охлаждения лезвий. Вот, мы специально берем такой промышленный, чтобы очень точно все делать и ничего не выходило из строя. Здесь, наверное, большие ролики стоят, да? Чтобы Да. Ну, здорово. Алексей, а что больше всего у вас пользуется спросом? Может быть, работа или какая-то опция? Чаще всего. Окей, пошли покажу. Идем. Самой большой популярностью у нас, конечно, пользуется это тюнинг звука. Люди хотят получить определенное звучание какое-то, и мы устанавливаем, соответственно, это резонаторы, банки, двухрежимные банки, да, вот это титан, это нержа. Нюанс самый важный, который есть, это двухрежимный выхлоп, который мы больше продвигаем, да, потому что ночью, если у тебя очень громкий выхлоп, это ты, конечно, мешаешь спать людям. Поэтому мы всегда делаем, стараемся делать двухрежимные банки. Вот, там специальная вакуумная заслонка или электронная, и управление мы настраиваем так, чтобы от штатного спорт-режима или кнопки в салоне она включалась и выключалась. То есть ты, когда в потоке ты газуешь и кайфуешь от звука, да, если ты вечером приехал домой после работы, ты спокойно, тихо заезжаешь и никого не беспокоишь. Ну, вот, и основная фишка наша, что мы звук подбираем человеку. То есть он послушал, и если ему не понравилось, мы поменяем компоненты, на производстве другие произведем, чтобы звук прям был кайфовый, чтобы конкретно этому человеку понравился звук. Сочный был такой. Да, именно вот ему понравилось, потому что вкусы у всех разные. Да. Ну, вот, если второй, обычно, ну, по значению приезжают к нам на установку насадок, это чисто визуальный тюнинг, да, ну вот, есть просто там насадки, которые можно на рынке купить где-то, да, вот, ну, я имею в виду в магазинах, там, поставщиков, ну вот, но мы предпочитаем всегда кастомные насадки, да, ну вот, и вот эта наша кастомная такая заостренная насадка популярностью пользуется, ну вот, она просто из нержи. Вот. А то, что у тебя в руках сейчас, да, это, соответственно, покрыто керамикой. Покрытие только керамикой, обычно краска, если покрывать, она облупится, керамика держит долго. Вот. Ну и также, вот, например, есть тоже титановая насадочка такая, можешь по весу. Да, вообще такое движение, ощущение, что да. прям пушинка. Ну вот я там сравню, вот маленькая нержавеющая, да, она, наверное, раза в 3 больше, чем вот эта вот большая титановая, да. Хотя вот они вот настолько отличаются. Третий тип тюнинга – это downpipe, массивненький уже. Ну, это часть downpipe от BMW M4, ну, в G-кузове, ну, или M3. Вот. Для чего downpipe, собственно говоря, нужен? В основном это для Stage 2, чтобы была больше пропускная способность, меньше система выхлопная нагревалась, и турбине было проще раскручиваться и давать больше мощности отрабатывать. И тем самым, в принципе, увеличивается срок службы. Да, Потому что нагрузка да, нагрузка меньше, нагрев, то есть катализатор в любом случае дает сопротивление, он рядом находится с турбиной, и там выхлопные газы нагреваются, и турбина, соответственно, и противодавление возникает, и турбине сложнее раскрутиться, и она в более нагруженной среде работает. Понятно, здорово. Черный хром, карбон, все такое красивое. А ты вот на свой автомобиль что-то поставил? Пойдем покажу. Пойдем. У меня Porsche Panamera 2 GTS, это V8, он немного зажат по лошадям, 460 сил. Я себе поставил даунпайпы, потому что для меня более важна мощность. Также чуть прибавка по громкости получилась, потому что Вот катализатор убрал, да? да, убираешь, и вместо них даунпайпы. И, соответственно, после этого 460 сил я настроил в 670 сил. Ну, вот, и теперь с ветерком гоняю, и звук тоже чуть погромче Ну, стал. это практически в 1,5 раза больше стало мощности. Да, я специально покупал прям именно этот двигатель, потому что GTS она более спортивно настроена, чем турбо, вот, а железо у них одинаковое, полностью все одинаковое. Алексей, расскажи, пожалуйста, а вот сколько может стоить самый дорогой выхлоп?
Базово, если мы берем какой-то уникальный проект, индивидуальный, да, и индивидуальные своды из титана, которые печатаются на принтере по металлу, это насадки также на принтере по металлу, плюс если карбон какой-то нужно делать, то есть насадка может вокруг нее карбон делать уникально, да, сама работа, сам материал, это может уходить в бюджеты порядка 2,5-3 миллионов, это самые дорогие проекты, конечно. Вот если мы берем классические проекты, там BMW M4, например, в G-кузове, ну вот система сама стоит в районе 300 тысяч, если не берем там равнодлинные системы, они более дорогие. Вот. И даунпайпы, они стоят там в районе 100-150 тысяч. Вот. Если прям самая простая система, какая-то прямая труба, там, например, Honda у нас была, там на Титане система стоила всего 200 тысяч. То есть на Нирже она могла там 150 В общем, диапазон достаточно большой, но верхнего предела даже там в 3-5 миллионов рублей по сути нет. Да, может быть супер уникальный проект, где вообще все печатается на принтере, разрабатывается, проектируется супер сложно. И, конечно, ценник даже может, мне кажется, до 10 миллионов спокойно доходить. Не знаете, сколько стоит самый дорогой выхлоп? Фатальная ошибка. Расскажи нам, пожалуйста, ответ на этот вопрос. Я серьезно не могу просто сразу. Это надо для шорта какого-то. Нечего сказать? Фатальная ошибка. Не знаете, куда представить фатальную ошибку? Фатальная ошибка. Ну вот я на свою машину ничего с выхлопной системой не планировал делать, и пока вроде не планирую. Скажи, пожалуйста, а для чего вообще вот переделывают, и основной мотив в этом чем? Пойдем покажу. Пойдем. Ну, 90% это эмоции. Все запарило. И такой газ придавливаешь, и оп! Да, эмоционально. Вот, и отстрелы, ну, вот, плюс дополнительная даунпайпа мощность иногда Stage 2 накатывает. И от этого кайфуешь. Ровно для этого я и себе сделал выхлоп. Понятно. Алексей, спасибо за экскурсию, которую ты провел по своему замечательному предприятию. Спасибо за то, что рассказал про все тонкости. В общем, благодарю тебя за эмоции, которые мы получили на тест-драйве. Слушай, да, давай, может быть, твоим подписчикам сделаем какой-то промокод, приятно. да, со скидкой 15%. Я думаю, самая тема будет фатальная ошибка, промокод сделать. Промокод «Фатальная ошибка», Да. хорошо. Не воспользоваться промокодом «Фатальная ошибка». Фатальная ошибка. Леха, держи пятюню.